Восточный фланг НАТО под ударом российского вооружения, на стороне ВСУ воюют британские роботы, а в Курской области уничтожен еще один важный логистический путь армии РФ. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Украина захватила линии обороны РФ и, вероятно, перейдет к осуществлению хитрого плана Сырского. Силам обороны Украины удалось захватить две линии эшелонированной обороны противника. Польша, Латвия, Румыния под ударом российских шахедов. Готовы ли в НАТО к коллективной обороне Альянса? И будет ли ответный удар по РФ? Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжать начатые работы. Быстро, тихо, незаметно. Британские роботы воюют против армии Путина. Как собаки уничтожают силы противника? Друзья, всем доброе утро. Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начнем. Российские дроны «Шахед» выходят из-под контроля, либо же контролируемо залетают на территории чужих государств. Лишь за последнюю неделю ударные дроны атаковали не только Украину, но еще и Румынию и уже даже территорию Латвии, куда залетели через Беларусь. А ведь Латвия и Румыния, напомню, являются членами НАТО. Накануне в Риге заявили, что нарушение воздушного пространства стран Североатлантического альянса военными дронами РФ – это не единичный случай. Количество инцидентов на восточном фланге НАТО только растет. Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжать начатые работы по укреплению восточной границы Латвии, в том числе по развитию возможностей противовоздушной обороны и возможностей радиоэлектронной борьбы, которые позволяют ограничить деятельность беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Отмечу, что реакция НАТО на эти инциденты удивляет многих военных экспертов и аналитиков. Ведь в Альянсе говорят лишь об осуждении России и считают, что эти действия со стороны Москвы непреднамеренные. Тем самым никто не говорит о применении статьи номер 5 НАТО, которая означает коллективную оборону. То есть, когда одна страна-член НАТО подвергается атаке, это считается нападением на всех членов Альянса, которые должны включиться в процесс поддержки и принять военные меры для безопасности Альянса. А считаете ли вы предсказуемой такую реакцию НАТО и что думаете о действиях РФ? Напишите, пожалуйста, об этом в наших комментариях. Украинские военные опубликовали кадры, вероятно, повторного удара по мосту в Курской области. В частности, уточняется, что эта переправа находится в населенном пункте Карыш Глушковского района. Когда именно был нанесен этот повторный удар, не говорится. Ранее в Курской области, я напомню, воздушные силы ВСУ уже уничтожали и наносили удары по нескольким мостам, которые для россиян были важными логистическими путями. Тем временем Business Insider пишет, что Украина, удерживая российские территории, вероятно, имеет планы обескровить армию Путина, втянув ее в затяжную борьбу. Это станет возможно, если ВСУ создадут сильную оборону. Напомню, что операцией руководит главком ВСУ Александр Сырский. О положении россиян и нынешней ситуации в Курской области мы поговорили с военным экспертом Дмитрием Снегиревым. По оценке российской стороны, для восстановления статус-кво на территории Курской области понадобится по оптимистическим прогнозам до 6 месяцев, по более реалистичным, скажем так, пессимистичным до года. Речь идет о том, что силам обороны Украины удалось захватить две линии эшелонированной обороны противника, на строительство которых из российского бюджета было потрачено порядка $200 миллионов. То есть мы уже имеем за спиной, соответственно, подготовленные инженерно-фортификационные сооружения, возведенные самими россиянами. Глубина продвижения порядка 45 километров, это уже оперативного характера успехи, а не тактического. И, соответственно, это позволяет силам обороны Украины довольно длительный период времени удерживать данные территории. Плюс ландшафт местности. Курская область – это лесистые районы, которые позволяют вести маневренный характер, как наступательных, так и оборонительных действий, чего катастрофически боятся россияне. Тем временем Forbes пишет, что сейчас украинские военные, подкрепленные силами Нацгвардии, контратакуют в нескольких секторах вдоль Восточного фронта в Донецкой области, смягчая импульс российского наступления. New York Times тем временем пишет также о том, что украинцы усилили свои позиции
собственно, в Донецкой области и затормозили российское наступление на Покровск. Однако эти действия не повлияли на планы россиян по захвату этого города. Российским военнопленным, которые находятся на территории Украины, теперь запрещено звонить своим родственникам в Россию. Раньше такая возможность существовала. Об этих изменениях рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, комментируя видео, которое на днях опубликовал телеканал CNN. Напомню, что речь идет о кадрах расстрела украинских военных россиянами. Кроме того, Лубенец говорит, что в Украине сейчас существует 4 лагеря с российскими военнопленными, которым созданы все необходимые условия согласно Женевським конвенціям. Було дуже багато дискусій з приводу можливості телефонувати російським військовополоненим до своїх рідних на територію Російської Федерації. Наша позиція була дуже проста. Згідно Женевської конвенції є право на листування, а не на телефонні дзвінки. Станом на зараз нам повідомлено, що у росіян зберігається можливість писати листи, але от право на здійснення телефонних дзвінків у них вже немає. А что вы думаете по поводу этого запрета и такого отношения украинцев к российским оккупантам? Напишите, пожалуйста, свою точку зрения в наших комментариях. ВСУ активно используют на линии фронта собак-роботов, которые являются разведчиками. Эти машины Бату – британская разработка. Они компактные, прочные и маневренные. Управляются либо дистанционно оператором, либо же действуют по четко заданным маршрутам. Собака-робот незаметна, очень тихая и мобильная. Війна змінюється, і той, хто буде використовувати нові можливості, буде мати певну фору перед противником. Хорошая собака. Тем временем The Telegraph пишет, что британская армия совсем скоро на полях сражения будет использовать роботов-терминаторов, которые способны разговаривать с солдатами и реагировать на них. Ранее в Минобороны Великобритании, пишет издание, говорили о том, что в будущем на фронте люди будут особо не нужны из-за развития искусственного интеллекта. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Украина просит позволить ей использовать западное оружие для ударов по военным объектам на территории РФ. Эта дискуссия не утихает уже долгое время. Очередное заявление по этому поводу сделал Андрей Сибига, новый министр иностранных дел Украины. Говорит, что Украина защищается, а потому, согласно статье 51 Устава ООН, не может быть ограничена в защите. Тем временем экс-глава Минобороны Великобритании Грант Шапс заявил, что Лондон должен дать разрешение Киеву бить ракетами Storm Shadow по объектам на территории РФ. Иначе это подрывает доверие Украины к Великобритании. Тем временем у нынешнего премьер-министра Соединенного Королевства своя позиция по этому поводу. Мы увеличили уровень поддержки Украины с момента прихода к власти. Это не критика предыдущего правительства. Я поддерживал их в оппозиции и продолжаю поддерживать сейчас. И сейчас я не собираюсь утверждать, что оно не оказало Украине необходимой поддержки. Сейчас нам нужно взяться за это и оказать больше поддержки с точки зрения возможностей. Что касается конкретных деталей, вы, конечно, понимаете, я не собираюсь обсуждать это в прямом эфире. Но, конечно, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Военных целей на территории России, даже тех, которые находятся недалеко от украинских границ, большое количество. Их тысячи, говорит в интервью Нехта военный эксперт Дмитрий Снегирев. Это и аэродромы, и системы С-300, и другие важные цели. На данный момент речь идет о том, что в зоне до 300 километров располагаются тыловые базы накопления горюче-смазочных материалов, которые используются для нужд российской армии непосредственно в Украине, склады СБК, пункты управления, места сосредоточения личного состава и, соответственно, тяжелой бронетехники. Достаточно вспомнить, что после успешного характера наступательной операции в Курской области российское командование вынуждено было создать две тактические группировки – Брянск и Белгород, каждая из которых, соответственно, от 20 до 30 тысяч. Поэтому
Вот это законные цели в зоне поражения и Атакамсов, и Шторм Шэдоу, если мы говорим о создании санитарной зоны. Не только на территории Курской области, но и, соответственно, на территориях Брянской и Белгородских областях. А замечу, эти земли – это украинские этнические, исторические земли, которые входили в состав Украинской Народной Республики до 1918 года. 탁월한 군사 전략 사상과 부위원장이신 경애하는 김정은 동지께서 9월 6일 Друзья, спасибо вам за поддержку, вы наша опора, и напомню, что ваша помощь и участие помогает нам делать работу и видеться с вами каждый день. Постоянных донаторов и их комментарии вы видите сейчас на экране, и мы благодарны за эту поддержку. Если же вы хотите присоединиться к их числу, то нажимайте на кнопку «Спасибо» под нашим роликом, отправляйте свой донат или становитесь постоянным спонсором канала. Мы с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.